Привет! Бывает, что на записи либо микрофон был повернут не туда, либо сам звук переместился и звучит это так себе. Что делать? У нас есть два варианта. Либо автоматизировать изменение панорамы, что бывает долго и сложно, либо перевести звук в моно. И для голоса это сгодится, но другие звуки так обеднеют. Но сегодня мы с вами разберем плагин RedCenter, который по описанию творит особую магию. Меня зовут Руслан Гапиров, и это быстрые идеи по звуку. Погнали! В описании говорится, что звук вернется в центр и даже ширина стерео сохранится. А трейлер показывает, что исправляются самые разные записи. Для теста я записал на микрофоны XY акустическую гитару, максимально плавающую по стерео. Это перемещение легко услышать, но мы будем его еще и наблюдать в бесплатном анализаторе M-Stereoscope от другого разработчика. Итак, RedCenter показывает стереообраз звука и насколько он широкий. Если зажата кнопка In, то мы видим звук до обработки и куда он направлен. Если Out, то после, но обработка уже идет независимо от того, что нажато. Здесь интенсивность выравнивания. 100% это уже на полную мощность, иногда работает даже лучше при меньшем значении. Здесь скорость срабатывания, ее можно наблюдать вот тут. Надо искать среднее положение, иначе появляются неточности. Look Ahead — это сколько миллисекунд звука обрабатывается заранее. Это повышает качество обработки и нагрузку на процессор. Если включить мультибенд, то звук для обработки разбивается на 4 диапазона. Это тоже повышает качество, но не всегда помогает. Ну и если ваш звук записан техникой записи MS, поставьте тут галочку. Все, остальное на вкус и цвет. Можно убрать стерео у низких частот, чтобы сделать их более собранными. Убрать в моно весь звук или сделать шире. Если уходим в минус, левый и правый каналы поменяются местами. И можно повернуть уже преобразованный звук. Итак, это после. Это до. Гитара действительно стала ближе к центру, и стерео сохранилось. Можно еще покрутить настройки, но для такой ужасной записи это весьма хороший результат. У плагина есть триал-версия на 7 дней, поэтому попробуйте сами. И напишите, какие еще вопросы по звуку вас мучают или какие инструменты вы хотели бы рассмотреть. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы еще не со мной. С вами был Руслан Гапиров, канал Nice of Bright Music. Всем сочных звуков. До связи.